Добрый день, весы. Это таро-прогноз для всех, у кого Солнце в знаке зодиака Весы, Луна, асцендент в Весах, а также стеллиум планет, 3 или более планеты в знаке зодиака Весы. Дорогие весы, поздравляю вас с днем рождениями, которые уже прошли у кого-то в сентябре, у кого-то в октябре. И особенно, если у вас день рождения рядом с датой 14 октября, потому что 14 октября будет затмение в знаке зодиака Весы на оси Весы Овен. И если вы родились рядом с этой датой, то есть примерно с 12 по 16 октября, у вас могут быть какие-то перемены в жизни, да, потому что затмение всегда приносит перемены. Сейчас мы посмотрим на картах, что ждет весов в октябре 2023 года. Вообще у всех весов будут перемены, потому что затмение влияет не только на весов, но и на все знаки зодиака, на кого-то больше, на кого-то меньше. Итак, первая карта и сектор партнерских взаимоотношений – это Солнце в знаке зодиака Скорпион, или такая карта силы. Ваш партнер очень силен, он очень сильно любит вас и имеет качества такие волевые, готов за вас даже бороться. Либо вы так любите вашего партнера, что просто уже задушили его своей любовью, не хотите отпускать, и, может быть, это начало какого-то очень такого интенсивного романа в вашей жизни. Если вы не ищете, например, партнера, или как-то эта тема мужа-жены не так актуальна для вас, то это может быть ваш ребенок, ваш друг, ваш родитель, с которым вы либо боретесь из-за чего-то, либо вот как бы, знаете, такая любовь, как по Скорпиону. Недаром здесь Солнце в Скорпионе, когда люблю, не могу так, что готов задушить и подчинить своей воле. Вот что-то в этом духе может быть у весов в октябре, не у всех, но у некоторых. И сейчас мы будем открывать еще другие карты, чтобы посмотреть, потому что все карты, все сектора гороскопа взаимосвязаны. Знак революционера выходит в секторе финансов, денег, да, и здесь, возможно, вы будете предпринимать какие-то новые дела, связанные с вашей работой, с вашими заработками. Может быть, вы, как революционер, да, решите уволиться с прежнего места работы, и либо решиться на какой-то разговор с вашими коллегами, с начальством по поводу зарплаты, либо, может быть, вы подаете какие-то прошения на выплату вам каких-то государственных денег. Или если у вас на попечении был ваш супруг, супруга, там кто-то, да, может быть, вы скажете: нет, я больше не буду вас обеспечивать, я больше не буду платить эти деньги куда-то. Вот какие-то такие революционные вопросы, перемены в плане денег могут быть у вас. Либо это какие-то новые влияния, новые перемены в бизнесе. Что-то вы хотите там поменять, может быть, вас не устраивают ваши партнеры, может быть, это вообще какие-то разногласия с клиентами, да, но что-то такое, какие-то новшества, и такие очень активные по Марсу. Может быть, то, что раньше у вас даже не было никогда, вы не решались на это, может быть, это какая-то новая работа, даже у некоторых работа в сфере защиты, правозащиты, охраны. Здесь мы видим что-то вот похожее на крепость какую-то, да, границу, либо тюремные какие-то помещения. Может быть, работа в каких-то органах, структурах, да. Либо, не знаю, вы будете участвовать в какой-нибудь забастовке относительно денег, либо прав, свобод человека, да, ведь это еще карта самооценки. Может быть, действительно для кого-то будет актуальна забастовка, да? Напишите в комментариях, весы, что у вас здесь может быть насчет работы. Но мы еще будем дополнять карты. Я, кстати, не сказала, основная колода — это оракул «Лучезарное солнце». И здесь у меня еще на столе таро, созданное тарологом из США, «Мистические понедельники». Так что мы будем открывать сегодня еще много карт.
Третья карта, и здесь как раз знак Близнецов, Луна в Близнецах, и для многих весов может означать какие-то поездки, либо даже переезд, потому что Луна — это сектор дома, семьи, Близнецы — это переезд где-то здесь, в этом же районе, в этом же городе, либо в этой же стране. Хотя здесь на карте изображены такие божества египетские, что может говорить еще и о влиянии как-то иностранной культуры на ваши дела в октябре, дорогие весы. Но самое главное, что здесь, может быть, вы поедете к родственникам, либо родственники приедут к вам, может быть, вы купите автомобиль иностранного производства, либо будете общаться много с иностранцами, да, может быть, даже не общаться, а изучать какую-то иностранную культуру, историю, потому что 9-й сектор, да, 3-9 сектор — это раскрытие каких-то горизонтов. Может быть, вы поедете в Египет, например, как вариант, да, либо в какие-то страны с такой старинной культурой, где, скорее всего, есть водоем, да, потому что здесь ладья. Может быть, эта культура еще индийская какая-то, да, потому что здесь вот этим много рук, это связано с Индией тоже. Но я думаю, что это будет недалеко от места, где вы живете. Может быть, вы поедете с вашей мамой, с какой-то женщиной из вашей семьи, да, по Луне. Еще одна Луна, она уже во Льве, и здесь у нас сектор семьи и карьеры в том числе, да. Но эта карта очень интересная, такой светской жизни. Опять же, она говорит о том, что вы можете у себя в доме принимать каких-то родственников, может быть, опять же, женщин, да, по Луне. Может быть, вы будете устраивать семейный праздник, у кого-то какое-то семейное торжество, не исключена свадьба, да, потому что все-таки затмение в секторе весов, и это бывают иногда какие-то перемены в статусе, либо у вас в статусе, либо что-то связано с вашей семьей, с вашими детьми. Может быть, вы празднуете свадьбу, помолвку ваших детей, крестины, да, все, что может быть. И вы очень гостеприимны здесь, да, вы как хозяин, хозяйка улучшаете, украшаете ваш дом. Если же это связано с работой, может быть, вы празднуете что-то на работе, может быть, у вас какое-то выступление, и как-то вот публика, выступление на публике, это либо родственники, либо ваши коллеги, либо все вместе, как-то вы приглашаете вашего начальника тоже отпраздновать вместе с вами. То есть это такая карта публичности, да, и благодарности, да, вы за что-то хотите поблагодарить близких вам людей, либо они благодарят вас, может быть, это у вас юбилей какой-то, да, вы празднуете широко ваши дни рождения, поэтому карта очень интересная. Ну а если это вообще не связано с празднованием, может быть, у кого-то из весов здесь будет работа в сфере творческих каких-то дел, да, здесь мы видим женщину, которая играет на гитаре, и тут у нас еще рок изобилия какой-то, да, но это может быть и повышение, это может быть популярность вас на работе, если вам это нужно, вы можете как-то пользоваться тем, что вы так популярны. Может быть, вы прославитесь за счет вашего мужа или жены, именно он будет служить вот тем толчком, что вас продвинуть, либо начнете вместе с вашими семейными родственниками какой-то блог создавать, да, продвигаться за счет вашей семьи. Так что что-то интересное будет у вас и публичное. Еще один сектор — это 5-й, 11-й сектор детей, друзей. И опять здесь уже Луна в рыбах. Для некоторых весов будет очень актуальна тема детей, особенно вторых детей, если кто-то из весов решится на второго ребенка. И здесь вот в этом секторе, когда выходит такая карта, вы как будто бы интуитивно чувствуете свою связь с вашим ребенком. Может быть, ваш ребенок открывает в себе какие-то интуитивные качества, он понимает животных, он слышит какие-то голоса, ему снятся вещи, сны. Может быть, ваш ребенок
уедет отдыхать куда-то, ну или вы вместе с ними к водоему какому-то, да, потому что здесь еще тема воды очень актуальна. Может быть, ваш ребенок учится плавать, учится общаться с животными, может быть, у кого-то первое домашнее животное или какие-то вот навыки, такие особые навыки приобретает ваше дитя, как интуиция, музыка, творчество и понимание вообще мира. То есть вот на таком очень глубоком уровне ваши дети могут взрослеть. Ну и если вы, например, ждете ребенка и хотите его, то вот у вас тоже будет какая-то глубокая связь, если вы уже беременны, вы начнете чувствовать вашего ребенка лучше, вы вообще как-то понимать начнете детей и животных, и своих друзей, вот любимых людей. У вас по этой карте разовьется интуиция, даже, может быть, вы начнете предсказывать, вы начнете давать какие-то предсказания на публике, вы станете популярными за счет вот вашей интуиции, за счет ваших любимых питомцев, например. Весы записывала для вас видео, и что-то пошло не так, прервалось. Карта памяти, видимо, переполнена, так что я поменяла кое-какие настройки. Итак, 5-11 сектор, я вам все рассказала. 6-12 сектор, тайн и здоровья. Один из самых главных секторов гороскопа. И здесь Солнце в Козероге. Это достижение каких-то целей, это ваши подсознательные мечты, уверенность в себе, какой-то фундамент, может быть, даже сила вот рода, каких-то ангелов-хранителей, какая-то такая уверенность на подсознательном уровне, что вы достигнете всего, чего вы в этой жизни пожелаете. Особенно это может быть связано с чем-то таким материальным, как дом, семья, брак, карьера. Даже если у вас еще этого нет, но у вас есть очень сильная какая-то внутренняя поддержка, может быть, на вас стоит какая-то защита вашего рода, вас как-то особенно поддерживает Вселенная, потому что когда такая карта выходит в 12 секторе тайн, то это очень возможно. Также еще это может означать какой-то казенный дом. Может быть, вы будете обращаться в какие-то официальные учреждения, типа больницы, государственные министерства. Ведь кто-то из весов начинает работать в таких вот организациях государственного типа. Здесь у нас уже про работу выходила карта революционера, да, а в секторе карьеры выходил Луна во Льве. И вот это как бы больше относится к какому-то бизнесу, либо работе в сфере бизнеса, да, какого-то, может, большой бизнес, маленький, работе с клиентами. А вот эта карта, она может тоже говорить о каких-то повседневных рабочих обязанностях, но здесь уже близко к какой-то государственной, либо семейной сфере, либо вот казенным каким-то таким закрытым типом учреждений, да, в военной сфере, служению. Поэтому что здесь может быть? Может быть, у вас дома как-то будет очень строгий распорядок дня. Может быть, в октябре вам придется придерживаться какого-то графика четкого. Может быть, даже вы будете подрабатывать на 2 работах. Одна у вас будет как ваш личный бизнес, другая как государственная какая-то работа по оформлению, да. Также эта карта говорит о том, что у вас будет хорошее здоровье, и оно у вас обязательно улучшится, потому что по Козерогу, может быть, у вас болела спина, зубы, вот эти все темы Козерога, кожные покровы были проблемы, то здесь наступает улучшение во всех этих вопросах. Может быть, вам удастся найти какого-то хорошего врача, вот как раз в казенном доме, да, какого-то врача государственного, не молодой, скорее всего, это будет специалист по Козерогу, и тоже какая-то помощь придет с правильной консультацией, с выбором правильного лечения. Так что такие карты. Что еще хочу сказать? Возьмем 2 карты из колоды «Мистические понедельники». Это колода была основана на классическом таро и создана тарологом из США. Мне нравится эта колода, хотя ко мне она попала интересным образом. Я в последний момент отказалась ее заказывать, но она все равно ко мне пришла в итоге. Так что я нисколько не жалею. Прекрасные, на мой взгляд, карты. И здесь у вас 6 жезлов и 10 жезлов.
Что это означает? Вы будете заняты, у вас будет много каких-то дел, суеты, но вы со всем справитесь. Вам главное выбрать себе четкую линию поведения, написать распорядок дня. И вот эти карты, они прямо, мне кажется, очень сходятся с последним сектором, 6-12 сектором. Здесь тоже необходим распорядок, необходим режим. Если вы хотите повысить свой уровень энергии, здоровья, справиться со всеми делами. Что любит Козерог? Четкий список дел, направленность на одну цель, в одну сторону, как бы, да, и вы достигаете успеха, очень быстро идете к нему. То же самое и здесь, десятка жезлов. Да, у вас много дел, но вы четко знаете путь, иначе бы просто вы, ну, не смогли бы поднять, да, вот эти жезлы. И здесь тоже шестерка жезлов. Тоже мы видим девушка, которая как бы сидит на жезлах, они как будто бы подталкивают ее вперед, она как летит практически, да, с поднятыми руками. Это какие-то дела, заботы, приятные хлопоты, которые будут у вас в октябре, весы. Вот такой для вас расклад получился. Я желаю вам успеть все, желаю вам много энергии, разобраться со всеми вопросами, чтобы близкие тоже вас поддерживали. И до встречи на моих новых видео в следующем месяце. Всем пока!